Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок. Подписываемся на бесплатные видео мастер-классы и на YouTube, на Рутюб, телеграм-канал, Яндекс.Дзен и смотрим видео мастер-классы. Сегодня у меня вторая часть нашей замечательной бирюзовой кофточки. Вторая часть у нас это вязание кокетки вместе с рукавами. Рукава получились 3/4 и тоже 2 узора. Вяжется все просто. Я уверена, получится абсолютно у всех. Расход пряжи по итогу 300 грамм на 46 размер. Если с рукавами, слонимская пряжа, это 300 грамм практически всегда уходит. Давайте смотреть. У нас с вами есть красивая кофточка связана. Половинка рукавчика. С одной и с другой стороны. Теперь наша задача связать красивую кокетку сверху, которая у нас будет украшать. В самом начале я провязала вот перед по колечкам, ниточку отрезала и связала. Вот это у меня уже спинка идет. Со стороны спинки мы начинаем вязать кокетку. Это важно. Почему? Потому что всегда лично я равняюсь по кокетке, по именно спинке. Какая высота? Вот пока у нас высота, вот она. Высота, как правило, проймы составляет 22 сантиметра. Вот у нас уже часть есть. Теперь нам нужно еще связать красоту. Будем вязать таким образом. Смотрите, вот ниточка у нас. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушных петель. Столбик с 3 накидами в самую первую воздушную петлю. Мы с вами вяжем колечко. Вот такое. Теперь колечко мы соединяем. Вот смотрите наш узор. Мы соединяем в вершинку домика. Вот у нас домик. Теперь нам нужно развернуть вязание к себе, чтобы было удобно обвязывать столбик с 3 накидами. Мы его обвязываем. 1, столбик без накида. 2, 3, 4, 5 и 6. Шестой столбик мы соединяем. Внизу у нас галочка. Вот она у нас. Вот. Соединяем. То есть проводим туда ниточку. Опять находим свой столбик с 3 накидами. Вот он. И довязываем еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание. И за 6 столбиков провязываем 11 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Так, бывает, да, ничего страшного. Присоединяемся в самое начало. Вот наше колечко связано. Вот оно. Идем дальше. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Столбик с 3 накидами в самую первую петельку. Присоединяемся в домик. Вот он у нас. И обвязываем нижний столбик с 3 накидами. 5 столбиков без накида, 6 прицепляем сюда. И 5 столбиков. Вверху 11. И у нас должно получиться вот такое колечко. Вяжем до конца. Это у нас рукавчик, спинку. Рукавчик вяжем. Потом идем в обратную сторону. Опять у нас будут колечки. Колечки мы будем всегда присоединять ровно по центру. У нас здесь 11 воздушных петель. У нас будет здесь вот в 6 столбике будем присоединять. А принцип работы колечка вот очень-очень простой. 6 воздушных петель
и 3 накида. Обвязываем. И все время обвязываем. Присоединяемся в домик и в галочку, в домик и в галочку. Давайте попробуем связать первый ряд и посмотреть, как красиво у нас получится. То есть мы от себя вот так вот поворачиваем. Несложно, не бойтесь, зато будет очень красиво. 2, 3, 4, 5, 6. Шестой столбик за центральную галочку. Ниточку протянули. И еще 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем вязание и обвязываем вторую дужку. Так, давайте посмотрим, может быть, здесь надо присоединить к первой дужке, к первому колечку. Я экспериментирую, пока не знаю, чтобы оно было, чтобы было соединение хорошее. 1, 2, 3, 4, 5. Посмотрим. Да, наверное, все-таки надо закрепиться, чтобы уже красиво было. То есть мы с вами провязали, обвязали внизу, потом соединительным столбиком проводим ниточку и начинаем обвязку верхней дужки. Я думаю, так будет более аккуратно, и наше колечко будет соединено с первым и смотреться более симпатично. Довязываем первый ряд. Присоединились. Вот он, наш домик, да? Последний. Соединительным столбиком наше колечко мы завершаем. Начинаем новый ряд. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель, подъем. Набрали, поставили пальчик и забыли. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И начинаем колечко вязать. 6 воздушных петель и столбик с 3 накидами в первую петлю. Вот так вот. Воздушную петельку сделали. Теперь обвязывать будем немножко по-другому. То есть сначала вверх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подтягиваем немножко. 8, 9, 10, 11. Теперь переходим на нижнюю вязку. 1, 2, 3, 4, 5, 6. На шестом, помните, нам нужно присоединиться. Присоединяемся мы точно так же, как и присоединялись. Разворачиваем вязание так, чтобы это было... Так. Разворачиваемся так, чтобы это было удобно. Да что ж такое-то? Все это вырезаем. Развернули вязание. Смотрим, где наш шестой столбик. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шестой столбик. Вкалываем крючок и присоединяем шестой столбик с первого колечка или со второго, да? 1, 2 и довязываем. 3, 4, 5. Все, колечко довязали. Присоединились в самое начало, в самую воздушную петельку. И начинаем вязание заново. 1, 2,
3, 4, 5, 6. То есть мы с вами сначала создаем колечко, обвязываем его, но немножко по-другому. То есть сначала мы обвязываем вверх, воздушную петельку здесь сделаем. 1, 2, 3. Так, не путаемся. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ниточку переводим, разворачиваем вязание так, чтобы нам было удобно, и вяжем 1, 2, 3, 4, 5 и 6. 6 связали. Присоединяем ко второму колечку. Вязание все, естественно, нужно выровнять. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5. Шестой столбик без накида присоединяем наше колечко. И довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. И обязательно не оставляем кольцо недовязано, а в первую, помните, мы воздушную петлю набирали, мы соединительным столбиком присоединяемся, чтобы наше кольцо было полновесным, ровным. И в итоге мы получаем вот с вами вот такое симпатичное вязание. 5 воздушных петелек набираем, довязываем ряд. В конце, после того, как мы все свяжем, соединение будет столбик с 2 накидами в самом начале, в самом конце. Вот. И такие колечки мы с вами вяжем, ну, допустим, это будет спинка рядочка 4. Провязали второй рядочек, нам нужно, я довязала второй ряд до конца. Вот так вот красиво получаются наши колечки. Но мы начинаем не третий ряд, а мы еще завершаем. Нам нужно завершить, чтобы у нас здесь была полосочка. С той стороны было 5 воздушных петель, а здесь будет у нас столбик. Ну, давайте с 2 накидами сделаем в основание. Так, еще разочек. Да. Столбик с 2 накидами. Как с той стороны у нас там было 5 воздушных петель. И 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас мы не трогаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И столбик с 3 накидами. То есть мы начинаем вязание, как мы в первом ряду с вами все вязали, так и вяжем. Но обязательно петли подъема, они нам нужны. Вот, теперь мы обвязываем низ, привязываемся к шестому столбику, вяжем все впереди, вернее наверху, и точно так же, как мы вязали первый ряд. Точно так же мы здесь и вяжем. Туда и обратно. Сколько еще я пока не знаю. Еще 2 рядочка свяжем точно. 5-й ряд свяжем. И, наверное, сделаем вырез на горловине. Это у нас спинка будет. Вот, маленький вырез. А впереди сделаем побольше. То есть мы, самое главное, нужно обязательно оставлять здесь полосочку и 5 воздушных петель в самом начале. Такая красота у меня получается. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5 рядочков вот такими красивыми колечками. И решила, что уже хватит. Вот как можно понять, что хватит? Вот у меня получается пройма. Я измерила 20 сантиметров. 20 сантиметров пройма. Это уже достаточно хорошо. Больше увеличивать нет смысла. И это у меня спинка. Я провязала 5 рядочков. А впереди я буду вязать 4 ряда кружочков. И я наметила, смотрите, ровно по центру маркерами. Выделила 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кружочков. Это у меня будет такой вырез лодочкой. То есть, смотрите,
провязала туда, обратно. И там, где маркер, я просто-напросто сейчас провяжу, не соединяя, столько же кружочков, а после маркера начну соединять. И у меня получится вырез. Вот. Довязываю до конца рукава, начинаю вязание заново и уже вовлекаю, естественно, вот этот ряд, который у меня сейчас получится, во весь узор. Это я уже плавно перехожу на вязание переда. Спинка у меня связана. Вырез я сейчас оформлю. То есть я его просто-напросто не провязываю, а маркерами выделила. Довяжу колечки и потом буду соединять. А потом опять в обратную сторону, туда и обратно. Еще 4 рядочка. И будем соединять с полотном. С полотном будем соединять. И вот мои колечки. Такой рукавчик. Я провязала 10 рядов колечек. И теперь наша задача присоединить к вязаному полотну. Это последний ряд. Хотите больше, можно связать больше. Колечко мы довязали. Делаем 2 накида, присоединяемся в самое начало предыдущего ряда. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас 5 воздушных петель набор, да? И 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. В первую петлю наша задача связать колечко. Это у нас колечко, которое мы будем обвязывать. Воздушную петельку сделали. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Теперь смотрим. Мы присоединяемся к колечкам в трех местах. 1, 2, 3. Центр мы присоединяем по центру из 3. Просто-напросто вот так присоединились. Переходим к нашему кольцу, довязываем 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся в самое начало. Присоединяемся в центр. И начинаем вязать кольцо с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Переворачиваем наше вязание. И наша задача присоединиться 1, 2, 3, 4, 5 в 6-ю петельку того ряда, который мы только что связали. Присоединяемся. То есть наша задача вот именно в последнего ряда присоединиться и к колечку, и к вязанию. Довязываем 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся к кольцу. И в то же время наша задача еще присоединиться к вязанию. Вот по центру у нас здесь 5 столбиков, центр 5 столбика. То есть мы присоединяемся в 3 точках. И с этого момента мы начинаем вязание нового колечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Новое колечко мы начинаем с вами вязать. Воздушная петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрим. У нас получается конечная точка присоединения и центральная. Вот за центральную мы присоединяемся. Довязываем наши 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Это та половинка нижняя. Разворачиваем вязание. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Теперь разворачиваем вязание к себе. Мы там присоединили. Теперь присоединяем колечко. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В центре присоединяем. Подхватываем ниточку. Довязываем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Присоединяемся в самое начало и присоединяемся в 5-й столбик, вернее в центральный столбик из 5. Вот сюда. Присоединились и начинаем вязать опять новое колечко. Вот такое у нас присоединение получается. Вот. Точно так же у нас с вами было присоединение в самом начале. Колечки видны не явно, но дело в том, что мы обязательно это прогладим, и потом колечки будут красиво смотреться. Здесь они в узоре спрятаны, их не видно в самом начале, в самом конце. Вот. Но после того, как мы все свяжем, колечки у нас прогладятся и будут очень красиво смотреться. То есть теперь нужно сделать повтор нашего колечка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, два, три. То есть все очень легко запомнить. Все повторяется на постоянной основе. Провязываем. Раз, два, три, 4, 5 и 6. 6. Смотрим. По центру кофточки присоединяемся. Центр кофточки. Узорчика. И довязываем 5 столбиков. Вот. Довязали 5 столбиков, потом здесь пошли. И вот наша задача все соединить. Все соединить. Кофточка будет практически готова, но еще я думаю сделать обвязку. Это же у нас рукав. Сделать обвязку красиво. И тогда кофточка точно будет готова. Повязала я. Все наши колечки соединила. Вот с одной стороны, с другой стороны. Смотрится все красиво. И еще решила обвязать рукавчик. Хотела я сделать внизу колечки. Но они получаются не очень аккуратными. Поэтому идею колечек я убрала, а просто вязала полустолбиками. Аккуратнее смотрится. Я люблю, когда смотрится аккуратно. Каким образом я это сделала? Все очень просто. Привязываем ниточку сначала там, где у нас идет просто узор. Сделала воздушную петельку. Ниточку привязала, петлю сделала. И полустолбиками. Что такое полустолбик? Это накид. Не целый столбик, а вот 3 петельки вместе. И провязываем за столбики. Вот, допустим, если здесь столбик большой, я делаю 2 полустолбика. Если здесь дырочка одна маленькая, 1. Опять идем 2. То есть здесь по обвязке, как правило, нужно действовать интуитивно. Не слишком чистить, но и не слишком рядить. Если большой столбик боковой, провязываем 2 полустолбика. Если тут просто-напросто маленькая такая дырочка, значит 1 полустолбик. Большой. 2 столбика, если вот маленький. То есть вот таким образом, продвигаясь равномерно, это самое главное, равномерно. Не часто, не редко, а на одном интервале мы двигаемся. Вяжем, вяжем, вяжем. Там, где у нас колечки, я провязываю по 4 полустолбика. Провязала там, где узор. И вот наши колечки, давайте мы в центр свяжем.
чтобы не было дырочки. И вот где у нас воздушные петельки. Провязываем 1, 2, 3, 4. И опять по цепочке. 1, 2, 3, 4. Вот. И получается ровный, красивый, аккуратный край. 1, 2, 3. Хотите еще закрепить, допустим, можно связать один ряд без накида. Это будет достаточно симпатично смотреться. Обвязала я рукавчики. Кофточка готова. Вторая часть. Первую часть мы вязали пару дней назад. Сегодня у нас завершение вот такими красивыми колечками. И в итоге получилось 2 узора. Рукав состоит тоже из 2 узоров. Вот. Красивое получается плечо, такое вот ажурное, нестандартное, необычное. Предлагаю попробовать связать. Идея, мне кажется, интересно, мне нравится. Напишите, как вам идея. Останется только прогладить. Я обычно через мокрую марлю всегда проглаживаю, чтобы узорчик более ровно смотрелся. Ровно, красиво и аккуратно. Огромное спасибо, если вы досмотрели ролик до конца. Подписываемся на Яндекс.Дзен, YouTube, Рутюб, Telegram. Смотрим ролики бесплатно. И до новых встреч. Впереди еще много интересного.